Друзья, всем привет! Давно не было диорам с эпоксидной смолой. Пора это исправлять, и сегодня в главной роли будет вот такой вот корабль в масштабе 1 к 700 и много разных дополнений. Подводная часть у этой модели корабля отсутствует, поэтому на кусок пеноплекса наношу клей, после чего равномерно распределяю и прямо на него приклеиваю модель корабля. Дальше просто все прижимаю. Самой сложной моделью на этой диораме будет вот такой маленький буксир. Для начала с помощью суперклея соединяю основные части. Всего здесь их 3. Сложным эту модель делает большое количество очень мелких деталей, сделанных методом фототравления. Сначала вырезаю их из пластины. В выборе между зрением и детализацией модели выбрал первое, поэтому использую не все детали, которые даны в наборе, а только самые основные из них. Все металлические детали приклеиваю на клей для экранов смартфонов, а для хоть какого-то удобства в работе использую пинцет для выдергивания ресниц, у него большая площадь захвата. После высыхания клея грубо кромсаю лишние куски пеноплекса и дальше придаю необходимую форму. А с помощью шлифовальной губки довожу форму корпуса корабля до ровного состояния. В качестве шпаклевки для изготовленной поверхности буду использовать скульптурный гипс, добавив в него клей ПВА. После просто пальцем равномерно распределяю по пеноплексу. А после того, как гипс немного затвердел, выравниваю лезвием. Помимо техники водной, будет техника и наземная. Вот такой маленький автомобиль, который вы могли видеть уже в моих других работах. И большой относительно, конечно, этого масштаба ангар, детали которого полностью сделаны из латуни. Эта диорама будет про успешный спуск на воду, но не всегда успешный спуск определял будущий успех корабля. Так, например, летом 1628 года на воду был спущен боевой корабль «Ваза», который являлся одним из самых крупных и дорогостоящих кораблей шведского флота. Первый поход «Вазы» должен был стать настоящим событием, которое войдет в историю. Так и случилось, но он оказался последним. Отплыв чуть более 1 километра от берега, корабль опрокинулся и затонул. При катастрофе погибло примерно 50 человек. Капитана корабля арестовали. Он утверждал: «Вы можете разрубить меня на 1000 кусков, если пушки не были закреплены. И перед Всевышним клянусь, что на борту никто не был пьян. Это был только порыв ветра, который и опрокинул судно». Испытание «Вазы» проводил адмирал Кас Флеминг. Оно заключалось в том, что 30 матросов перебегали от одного края корабля к другому. На третьей пробежке адмирал прекратил испытание, потому что корабль раскачался настолько, что мог перевернуться. И что сделал адмирал? Ничего. Он не запретил выход корабля в море, потому что боялся гнева короля. Корабль пролежал на дне 333 года, и подняв его только в 1961 году, выяснилось, что пушки были закреплены и балласт уложен правильно. В наши дни корабль восстановлен и является самым посещаемым музеем Скандинавии. Вот так из-за боязни взять на себя ответственность погибли люди, а долгожданное событие стало трагедией. У военно-морского флота еще множество интересных историй, которые можно узнать прямо внутри игры World of Warships. Принимайте участие в самых масштабных морских сражениях 20 века, проходите исторические кампании и стройте военно-морскую базу вместе с другими игроками. Регистрируйтесь по моей ссылке в описании и забирайте американский крейсер Сент-Луис, немецкий премиум крейсер Эмден, 7 дней премиума, 200 дублонов, 2,5 миллиона серебра, а также крутые камуфляжи. Ищи меня в игре под ником ArtMod. Держи курс на World of Warships. 2 куска пеноплекса склеиваю между собой. На верхнем расчертил, каким образом все будет располагаться на диораме. После скрепляю во всех местах с помощью зубочисток, кроме центральной части. Ее вырезаю полностью ножом. Это и будет канал, куда спустится корабль. Дальше на края подставки, чтобы их оформить, наношу скульптурный гипс слоем примерно 3-4 мм. В этот же гипс для текстуры добавляю дубовую кору и, разведя его до жидкого состояния, разливаю по пристани. И с помощью мастихина начинаю разглаживать, чтобы все было идеально ровно. На противоположной части канала малярной лентой необходимой ширины определяю границы дороги и наношу акриловую пасту точковыми движениями для того, чтобы создать текстуру. После эту ленту убираю, и дорога остается ровной.
Дальше все собранные модели покрываю тонким слоем белой грунтовки от фирмы Revell. Покраску основания начинаю с основной части канала, крашу его в черные и коричневые цвета толстым слоем. Дальше прокрашиваю землю и дорогу в темно-серый цвет. Пристань загрунтовал в серый, нанес небольшое количество воды и прям вот так наношу краску от светло-серого до черного цвета. После с помощью губки тычковыми движениями начинаю все это размазывать. Так как пристань имеет довольно большую площадь, таким образом она будет смотреться немного интереснее. Финальный слой земли делаю с помощью пигмента. Для начала наношу фиксатор и после с помощью кисти, не дотрагиваясь до поверхности, вот так вот просто распределяю пигмент. Таким образом текстура будет шероховатой. Также небольшое количество пигмента нанес на дорогу. Деревянные палочки разного размера от меньшего к большему приклеиваю с помощью малярной ленты к столу. После нарезаю много равных отрезков шириной 2,5 мм и приклеиваю их к этим палочкам с помощью клея ПВА. Это будет конструкция, по которой корабль спускается в воду. Дальше, когда клей высох, разделяю их на отдельные части. Приступаю к растительности, отломав от сорняка вот такую маленькую веточку, окунаю ее в клей ПВА и после посыпаю измельченный окрашенный поролон. А с помощью самых мелких частей этого же поролона делаю траву на поверхности земли. Поролон покрупнее приклеиваю для того, чтобы имитировать кусты, а в завершении высаживаю дерево. В покраске моделей в основном использовал нейтральные цвета, то есть от черного до белого, за исключением палуб. Палубу основного корабля для начала грунтую в темно-красный цвет, потому что красный на белый ложится так себе. Палубу буксира крашу в зеленый цвет, будет хорошее сочетание с красной палубой корабля, а корпус его крашу в темно-серый. Палубу крашу в основной цвет, светло-кирпичный, после того, как грунтовка высохла. Дальше прокрашиваю все надстройки. Я красил не с точки зрения, как это нужно делать по схеме, а таким образом, чтобы это интересно смотрелось на диораме. В реальности этот корабль просто серый, ничем не выделяется, поэтому основную его часть, надстройку, я решил покрасить в белый цвет, а ватерлинию отделил черным. Из эффектов для модели я использовал только смывку для того, чтобы выделить некоторые части, потому что эта работа, наверное, больше подходит под определение детализированный макет. Также с помощью смывки убрал некоторые недостатки на стыках цвета. После высыхания смывки убираю ее излишки с помощью растворителя. Беру два куска глянцевого пластика и широкую малярную ленту. Ленту по всей длине приклеиваю к пластику, обильно вокруг этой выемки наношу клей ПВА и на него приклеиваю этот пластик. С наружной стороны все фиксирую несколькими полосками скотча. Изнутри герметизирую щели акриловым гелем, для начала прохожусь жидким, чтобы он затек прям в щели, и после этого уже густым, чтобы прям все тщательно загерметизировать. Устанавливаю корабль на положенное ему место, а также буксир. Чтобы спозиционировать все правильно, использую линейку. Эпоксидную смолу выливаю в емкость, ее понадобится 700 мл. Подкрашиваю с помощью масляных красок. Цвет будет коричневый с небольшим оттенком зеленого. Добавляю отвердитель и все тщательно перемешиваю. И аккуратно выливаю на диораму готовую смолу. Еще сделал немного луж на суше. Спустя 24 часа отрываю пластик и срезаю лишнее с помощью ножа.
Акриловой пастой убираю неровности на краях и после этого начинаю устанавливать все элементы на диораму. На ту часть пристани, где будет находиться вот эта конструкция для спуска, наношу акриловый прозрачный гель и прямо на него все это приклеиваю. Кроме того, что вы видели в этом ролике, добавляю еще некоторые элементы и в самый последний момент ставлю людей, приклеиваю. Вот так это выглядит со стороны, их просто не видно. Делаю основу под образовавшиеся от корабля волны, чтобы немного поднять уровень воды, а также наношу ее на часть суши. Текстуру волн буду делать с помощью густого моделирующего геля. Для начала наношу на всю поверхность тонким слоем и после уже создаю четкие границы волн. На всю остальную поверхность наношу мелкую рябь. Пену буду делать с помощью специальной смеси, она пористая и полупрозрачная. Первым делом наношу ее на гребни волн и после этого тычковыми опять же движениями растушевываю грани. Здесь главное не переборщить, наверное, у меня опять это не вышло, грань слишком тонкая. Вот такая вышла работа, попробовал что-то новое для себя, пишите лайки, ставьте комментарии, ну короче, да. Все, всем пока. И на Инстаграм подписывайтесь, там будет отдельный ролик. Сниму для вас полный обзор этой диорамы. Но здесь нельзя видео просто растягивать. Все, оно уже закончилось. Пока.